Резида Ханом, сам мисс. İsen misiniz? Esselamu aleykum. Мы еще ваш азу по-татарски, жаркое, да, не успели забыть. А вы уже что-то еще готовите? Сегодня я хочу приготовить вам тутаргантаук. Это Начиненную курицу. Да, а чем будете это- начинять? Гречкой или рисом? Чем? Нет, это яйцо будет. Это старинные блюда. Очень старинные. Раньше ее родители готовили, моя бабушка готовила. Извините, что перебиваю. Яйца сварить, наверное, надо? Нет, сейчас увидите. Сейчас. Ну а как вы яйца положите внутри курицы? Да, вот сейчас В жидком виде придумаем они же что-нибудь. выльются. Сейчас мы придумаем с вами что-нибудь. Вы мне поможете. Вот курицу мы взяли. Так. Это вот фаршированную курицу. Готовить Курица надо. хорошая, между прочим, Курица домашняя. замечательная, домашняя курица, да. Вы знаете, зачем ее раньше фаршировали, вот эту курицу? Раньше не было бройлерной, вот такие большие курочки не было. Так. Несушки были. Несушки сваришь, она такая маленькая. Кушать нечего. Кушать нечего. А когда уже начинаешь с яйцами, она получается вот такое красивое, То есть большое блюдо. Люди от бедности, от какого-то недостатка придумали и сделали Да. еще лучше. Да. Очень многие блюда, очень многие знаменитые блюда мира приготовлены именно в такой ситуации. Их придумали люди не то чтобы бедные, но у которых продуктов не было избытка продуктов. Лишних продуктов не было. И которые были продукты, те продукты хотели... Да. Так. Эремит А ложечкой, меренет. ложечкой, Ложечкой я вот так сейчас открыла. Шкуру поднимаете? Я шкуру отсоединяю от мяса. Вот потихонечку вот так надо делать. Этого фаршированной курицы надо приготовить именно, когда щипали, вот эта кожа не должна быть рваным. Вот так потихонечку мы отделяем от мяса. А я кишлах, я все время пальцами делал. Для некоторых блюд не надо было, я пальцами делал, а не ложкой. Ну, Ложкой проще, на Да, самом да, деле, да. оказывается, проще, лучше. Вот так потихонечку надо. Но ногтями, может быть, порвать можно ее, чтобы она не рвалась. Если Видите, деревенская курица, она тренированная. Она... да. Но не так же мы делаем вот именно так. Я показываю. Как Вдруг вы будете повторяем делать. поверхность курицы Да, ложкой. да, вот Смотрите, потихонечку вот так. куда дошла. Да, вот. Сейчас вот так. Вот она немножко туго идет, но идет. Приятно поучиться у умной женщины. Посмотрите. Ну, нас учили бабушки. Вы знаете, у меня бабушка такая, мамина мама была. Она всегда вот эту фаршированную курицу готовила. Раньше ведь не было вот таких электрических плиток, не было, ничего не было. Они в казане готовили, в печке, в казане. И они очень красивые платья одевали. Я тоже сегодня вот такое платье одела, как этот. И она ее поднимала вот так. Здесь передник был у нее. И передник такой красивый был, волнами вот такими. Вот бабушки раньше очень красиво одевались. Красивые платки одевали. Вы сейчас тоже красиво одеваетесь? Ну, я уж, да, тоже красивая, спасибо. Хоть еще не бабушка, но уже красиво одеваетесь. Ну, я уже бабушка, трижды бабушка, Аллаха Да шикар. ладно, но это Да, внуки-то у вас трижды. есть, но так-то на самом деле, если Да, вы по улице спасибо. пойдете, кто-нибудь захочет вам что-нибудь сказать, они скажут: девушка, девушка. Поворачивайся и скажет: ой, извините, оказывается, бабушка, да? Нет, еще не скажут. Вот, Еще я вот, лет 30 не скажут. ладно, дай Бог, самое главное, чтобы была здоровье, чтобы дети были здоровы, чтобы мир у нас был Вот это самое на главное. земле. Спасибо за эти слова. Да. Вот. Подержать, помочь? Нет, я сейчас завяжу ее, я просто показываю, вот так мы шею закрываем, обязательно завязать Ага, надо. чтобы оттуда не Да, вытекало ничего. Да, можно эту курицу по-разному его фарширует. Есть у нас знаменитый Юнус Ахмедянов, наверное, знаете, такой у нас Конечно, замечательный, конечно. такие красивые нам книги написал. Очень уважаемый Да, человек, вот. ушел И, уже, но да, очень- жалко. Тут у меня уже вода кипит. И можно отсюда начинать, можно завязать, можно отсюда. Но я привыкла всегда вот отсюда. Отсюда, Здесь с лучше нижней получается. части Да, курочки, да. нижней части. Я шея завязываю, чтобы у меня яйцо не вытекало. Вот веревочка такой есть у нас. Бисмилля рахман рахим. Как без этого слова? Тогда курочка не получится. Сейчас нам надо яички. Яички разбиваем. Понятно. Да.
Целые туда не засунешь. Да, оттуда уж она вышла. Аллах шикар. Сколько яиц пойдет на одну курицу? 7-8 яйцо. Вот, где-то 150 грамм молоко. Ага. И это достаточно для того, чтобы наполнить пространство между шкурой Да, и да. куриной грудкой. Да, да. А со стороны спинки не будете делать? Раз, Такой же. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, пусть 8 будет. Лишнего яйцу тоже нельзя добавить, потому что когда много ложишь, она могут быть лопнет. Раздуется, Да, лопнет, да, да. Курица будет шкура сжиматься, понимаете? А во время приготовления кто-то обращал внимание, да, шкура всегда сжимается, стягивается. И правильно говорит Резеда Ханум, как бы не лопнула. Вот, я сюда добавлю сейчас молоко. Давайте все пока не буду. Вот такой у нас смесь получается. Лизон такой. Да, лизон. Я хочу сказать тем людям, кто не встречал пока что Резеду Ханум на телеэкранах, либо ее имя в книжных магазинах, и либо кто смотрит наши видео на нашем канале не всегда, не каждый день. Резеда Ханум Хусаинова взяла шприц, она сейчас будет что-то делать. Сейчас она будет шприц. что-то делать, а я вам буду рассказывать. Я сегодня пользуюсь такой шприцем. Я сегодня доктор, буду лечить курицу. Вот на эту сторону мы никак не можем, вот эти ляжки, они, чтобы туда попало вот это начиненное яйцо, я сейчас буду использовать шприцем. Но я сразу пока шприцем пользуюсь, потому что потом я добавлю укроп. Я когда сюда укроп я ложу, я уже шприцом шприц, да, туда застрянет. В общем, Резеда Хусаинова, знаменитый татарстанский Доктор. кулинар. Да, вот видите, доктор по курам. Умеет лечить курочек. Резеда Хусаинова много лет ведет кулинарную программу. Она является также ресторатором. И также она является автором кулинарных книг по татарской кухне. Мы к ней обратились, и она любезно согласилась помочь нам с приготовлением некоторых знаменитых татарских блюд. Так, то есть вы прямо вот в ножку, прямо в бедрышко начиняете яйцом? Омлетом вот с этим, с молоком, Ну да, который, омлет практически, да, омлетом. Вот, чтобы потихонечку она уходит туда. А когда ее уже кушаешь, прямо вот слой мяса и там слой омлет, знаете, как она вкусная? Сейчас попробуем. Да. Вы меня угостите то, что приготовите сегодня? Естественно, Аллах берса, Аллах берса. Самое главное, чтобы у нас кожа не рвалась. Самое главное, нам надо сохранить кожу, чтобы она была красивая. Я вас понял. Да. Я его Вот, знаете, я не хотел бы этот вопрос задавать, но я точно знаю, что у меня спросят об этом вопросе подписчики, либо будущие читатели книги. Они будут говорить, а что, чистое яйцо нельзя туда добавить? Зачем молоко? Ну, омлет, она же нежная. Если мы только яйцо туда добавим, она очень будет жесткая. А здесь... Долго же вариться будет? Да. Это здесь... будет вариться или запекаться? Нет, сейчас все я потихонечку, не торопитесь, пожалуйста. Все потихонечку мы сделаем. Поэтапно. Как не торопиться, когда ты сидишь на кухне, где-то вкусно пахнет, где такие красивые продукты, и когда у женщины в руках все горит. Она прям вот все делает, прям все так быстро, хорошо получается. Ну, иногда вот что-то не получается. По-узбекски говорят «кёстельды». Да, кюстирея. Кюстирея. И такое бывает. Сглазили, да? Да. Нет, Вот, я никогда не сглажу. Да, ножки, вот видите, вот я вам покажу. Разбухли вот, да, они. разбухли они красиво. Вот еще сюда добавлю чуть-чуть. Раньше на птицефабриках специальные женщины сидели и в каждую курицу 50 грамм воды закачивали, так вот шприцами. Ай, Аллах. Понимаешь, 20 кур сделал, продал, одна курица осталась. Вот еще у нас же грудинка, когда она тоже долго варится, у нее уже вкус другой. А когда вот немножко я на грудинку тоже вот грудинку добавляю внутри. Вот, то есть
внутрь прям вот этой Да, вот да, грудинки, да, внутри да, мышцы. да, внутри мышцы. она вот То есть идет. у вас будет часть омлета будет подкожно Да. размещена, а часть будет внутримышечная. Раз Да. уж вы доктор, давайте так Да. и будем говорить. Внутримышечные инъекции омлета. Вот так и она есть. Вот этого я не ожидал, честно говоря. Я думал, тут арганталок, ну там положит там что-нибудь туда. Внутри этой курицы положит там, не знаю. Как рулет сделает, да, и получается. Не знаю, там картошку, лук, Тут, помидор. тут у нас уже время нету, тут можно начинять внутри очень много. И сейчас я основные только показываю, основные, как она делается. Вот. Сейчас нам нужен будет марля. Марли я возьму. У меня блюдечко готово. Я сейчас марлю постелю вот так. Застелю. Красиво, нежно. Вот так. И нежно я свою курочку туда размешу. У меня пшулай. И... мне еще нужен укроп. Сейчас я укроп добавлю сюда. Когда вот маленькие были мы, все же дом построили там. И субботникам, сейчас ведь никого даже не позовешь, всем надо деньги платить. А раньше вся деревня приехала к тебе, когда дом уже поднимаешь на субботник. И когда уже до крыши доведут, и каждый человек там приносит туда еду. Кто, Под крышу. Да, кто пироги приготовит, кто хлеб. Но основные вот это фаршированная курица была. Мы его в молодости. Основное угощение. Да, основное угощение. Я, значит, ложу сюда соль. Соль побольше надо положить. Ну, конечно. Да. И я обязательно ложу сюда перец. Потому что эта соль, она ведь просолит не Да. только омлет, но эта соль еще и пойдет там через грудку туда, вот прямо Да. в мясо, слой мяса. И я Слой его курятины. сейчас вот так хорошо размешаю. Раньше укроп не ложили, я уж вот сейчас укроп ложу. Она очень дает вкус. И сейчас я нежно буду положить сюда омлет между кожей и между мясом. Вот на эту сторону сейчас. Видите, как она наполнилась? Вижу. Вот. Вот это уж тут турган-таук получится, лависа. Вот говорят, птичье молоко. Здесь куриное молоко будет. Понимаете? У нее в груди что там налито? Яйца и молоко. А вот внутри полость, самую брюшную полость не заполняется ничего? Нет, туда я ничего не заполняю, потому что этот такой метод. А это уже когда другое, кости мы убираем, как рулет делаем, это тоже такое из курицы мы делаем. Тоже с яйцами, с молоком? Тоже вот с этим, с омлетом? Можно его с омлетом делать, можно черносливом, с сладким перцем, красным перцем, острым перцем, что душа желает. Другой раз мы с вами приготовим рулет из курицы, алла барса. Татарский рулет? Татарский Или рулет. Вот это татарский самое рулет. главное. И у меня здесь шпажечка стоит. Раньше родители, бабушка у нас его шила. Мы уж сейчас, есть у нас такие большие зубочистки. Шпажки, зубочистки говорю. Вот. А то, не дай бог увидеть человека с такими зубами, у кого такие зубочистки. Вот так мы сейчас его и закрываем. Так. Вот так. Лишнего убираем. И все. Бисмилляхи рахман рахим. Аллаха тапшырдык. Міне шулай. Здесь у меня вода кипит. Это просто вода. Теперь в эту марлю тоже должны подвязать, да? Да. У меня вот такая у нас, видите, полненькая Понятно. такая курочка получилась. Бисмилляхи рахман рахим. Аллаха тапшырдык. Сейчас нам надо вот так его немножко придерживать, чтобы яйцо немножко прихватилось, Ага. чтобы не вытекало. От температуры оно Да, отвердеет. да. А потом, пока я вот так завязываю сюда, За ручку зацепила. да.
И вот так она где-то 2-2,5 часа кипит. Прекрасно, чудесно. Я еще сюда добавляю, видите, я очень много соли сюда принесла. Так. Да, мы его и еще добавляем. Именно вот соленоватый бульон мы туда сделаем, чтобы она у нас пропиталась солью, да, чтобы она была вкусная. Спасибо. Вот. Вот раз, два, вот пусть 3 я вот так положу. Там бульон же у нас все равно не образуется, это не будет являться бульоном, потому что у нас закрыта курочка марли. Да. Я могу сказать, что в старину в таких случаях использовали материал, который назывался кисия. Да, такой вот кисия, бязь, вот такие. Бязь, вот такие да, более, было такое, да. более плотные ткани. Да. И все куриные соки, которые обычно выделяются в бульон, да, и становится бульон вкусный. Но тут в этом случае весь куриный сок остается при курице. Курица остается сочной. Ну, она очень вкусная. Она очень вкусное блюдо. Она очень сочная. Вот ее надо приготовить. Вот тогда вы вкус ощущаете. Супер курица. А так никто не поймет, да? Так по картинке никто не поймет. Кто посмотрит, как вы улыбаетесь, когда говорит про эту курицу, уже скажет, что это будет очень вкусная курица. Действительно, я не обманываю. Я вот когда на телевидении готовлю, например, всегда же работа, ресторан, там для телевидения тоже надо приготовить. Быстренько там телевидение говорит: Резеда, мы к вам едем снимать. Думаю, ай, Аллах, знаешь, я буду готовить, что буду готовить? Холодильник открываю, ага, мясо есть, это есть. Хорошо, вот это готовим. Люблю готовить и показать те продукты, которые у каждого хозяйки есть в холодильнике и дома. Чтобы не искать там какой-то сыр какой-то. Я говорю, сыр любого твердого сорта можете брать там, чего-то. С огорода можете укроп взять, лук взять, например. Очень быстро приготовить, показывать. Люблю такие только блюда, люблю показывать. В общем, чтобы люди готовили. Встретимся после рекламы. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма базбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады. Вот так у нас
закрытой крышкой приготовилась. То есть крышку вы поставили для того, чтобы ее придавило, да? Да, чтобы она не полностью плавала. была погружена Да, в воду. Да. Бисмилляхи рахман рахим. Вот так сейчас мы потихонечку. Давайте тряпочку, я вот за это начну. Да. И вот За это потихонечку сейчас. Я держу. Вот. Спасибо вам огромное. Как без мужчины на кухню приготовить? Вообще не знаю, как Да, вы там, да, женщина, да. без мужчин на кухне бываете. Да, немножко у нас она лопнулась. Чуть-чуть. Ой, ну ничего страшного. Да. Зато да. видно, что вкусно. Но ведь вы сами предупреждали о том, что слишком много не надо. Но для нас, для Да. гостей старались, да, хотели побольше. Да, это есть правильно. Вот сейчас мы его будем красиво оформлять. Обязательно она подается на стол в очень красиво оформленном виде. Я хочу вот что сказать. Очень многие народные рецепты создавались под другие продукты. Понимаете? Тогда курица росла 9 месяцев. Да. Не 2 месяца, не 3 месяца, не 35 дней, как бройлерный цыпленок, который в магазине продается. Да? Поэтому, может быть, стоит иногда вот эти старые рецепты из старых книг корректировать под новые современные продукты. То, что сегодняшние куры, это цыпляты, они очень нежные, они быстрее готовятся, это не хуже и не лучше. Это просто факт. И этот факт надо учитывать. Знаете, возможно, стоило бы готовить немножко быстрее, да? Не так долго. Да, поменьше Возможно, курицы. стоило Да. бы готовить при более низкой температуре. Знаете, Это- сегодня есть мультиварки у людей, да? Да, все сейчас есть. Есть устройства, в которых можно отрегулировать температуру. Может быть, варили бы эту курицу при температуре 90-95 градусов, ничего бы с ней не случилось. Хоть 2 часа вари. Но и так, я вас уверяю, что это все равно очень-очень вкусно. И я хочу попробовать. Вот эта грудка, которая лопнула, ее мне дадите, ладно? Хорошо, я вот так сейчас сделаю красивые махнушки, чтобы она была красивая. У вас курица со штанами? Да, как это так? Голый не должен быть. Вот. А это вот два я сейчас сделаю, как будто бы два крылышка такой. Обязательно переворачивать надо вот так. И дуть надо. Даже можно его вот так на руках сделать. И раз сюда. Попельотка. Да. Попельотка называется. Попелотка. Вот раз, и все готово. И у нас зелень. Обязательно пусть немножко остынет. Помидорчик нарежем красиво. Ну, в общем, это блюдо, можно сказать, банкетное, праздничное блюдо. Это же подается не каждый день. Не каждый день ее кушают, не каждый день ее готовят. Сейчас ее и забыли готовить, как этот. Я здесь мастер-классы тоже показываю. Я всегда показываю эту таргантаук. Куда-то за границей я еду, я им тоже этот таргантаук показываю. Они уже чпишма готовить умеют, губади умеют. А вот этот таргантаук, действительно, вот мы с вами сколько крутились около плиты. Я сколько раз приходила, посмотрела, чтобы не лопнула она. Но чуть-чуть получилось, но получилось. Как получилось, так получилось. Вообще это об этом даже говорить не нужно. Это не брак, это нормально. Ну, сварилась курица. Да, Ну, что да, теперь да, делать? да. Вот помидорчик я вот так поставлю-ка. А если у кого-то есть майонез или кетчуп, Ага. вот здесь можно написать «Там Леблсон». И все закроется, и никто не узнает, Да, что она да, да, лопнула. да, да. Сейчас я сделаю этот курицы, чтобы она была королевой. Так, это что? Да, вот такой лиличка Я сделаю. такие вещи не умею делать. Мне дайте продукты, если хотите вкусно покушать, я приготовлю как-нибудь. Что-то получится. Ну. Вот эти украшения – это прерогатива все-таки особых людей. Тех, кто этому научились. Вас кто научил такие вещи Не делать? знаю, жизнь научила. Жизнь научил? Да, жизнь научила. Жизнь тот еще учитель. Опа. Зубочисточки нужны, да? Зубочистка нужна, да. Сейчас я ее принесу, зубочистку.
Забыла, знаете, сюда вот обычно мы ее украшаем с морковью. Из моркови делаем звездочки разные. И Отварная морковь. Отварная морковь. Я вот сюда забыла, я помнила я ее, давайте но так, забыла. достаточно того, что мы это скажем зрителям. Да. Когда варится курочка, пускай рядом сварится морковка. Морковь. Морковку сначала нужно карповать. То есть на ней сначала нужно сделать прорези, чтобы получились какие-то звездочки, Да. либо цветочки. Варите вот этот вот цилиндрик морковки, а потом нарезаете ее и украшаете так, чтобы все сказали: вах, 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 как это красиво. Да. Но нам будет достаточно, если вы скажете: ах, как это вкусно. Да, Да? да, Мы да. согласны? Согласны? Обязательно так, да. Ну что, тогда, дорогая Резида Ханум, давайте Сейчас еще вот этот помидорчик поставлю. дорогим нашим зрителям, дорогим подписчикам наших каналов. Кстати говоря, Резида Ханум, вы где-то публикуете свои рецепты? У меня тоже YouTube-канал есть, Резида Хусаинова. У меня Очень просто запомнить. Да. Резида Хусаинова наберите в поиске по Ютубу и подпишитесь. Не смотрите меня, если кто не подпишется. я только веду по-татарски все. У меня вот я люблю. По-татарски все понимают. Из Узбекистана люди понимают. Кто жили в Узбекистане, тоже понимают. В Татарстане понимают. Башкирии поймут. Вы из Казахстана люди поймут. Все, половина Советского Союза поймет. Да, есть такое. И Инстаграм у меня Таймлебулсын, а ВКонтакте я тоже Резида Хусаинова. Так что подписывайтесь, и вы научитесь много чему хорошему. Но самое главное, у вас будет настроение готовить вкусно и так же красиво, как готовит Резида Ханум. Вот сюда, вот так вот, вот так вот. Да, мы сейчас закрываем. Вот и все. Да. О, она расстраивалась. А? Да. Смотри, чуть не плакала. Не люблю, когда женщины плачут. Когда чего-то Вот так хочешь, вот. чтобы... Дайте еще одну вот такую. Пожалуйста. Вот мы сейчас будем укроп сажать. Но курица, она ведь щипать зелень очень любит. Для этого Да, давайте так что побольше вот, зелени у вот нас у нее есть специально, еще. у нее Да. из ее сердца зелень вышла. Да, вот так, давайте вот так. А вы говорите, Нет, вот так. оформлять не умеем. Вот видите, как красиво вы оформляете. А лимончик еще есть. Давайте лимон поставим тоже. Вот курица на стол вот так подается. Я раньше ее на банкетах вот так делала, но для красоты мы уж вытаскиваем на стол, ставим. А люди нетерпеливые, раз оттуда, раз в эту ножку берут. А мы говорим, сейчас мы вам нарежем. Потом ею ведь еще надо после нарезки термическую обработку сделать. Мы режем, еще раз термическую обработку делаем, а потом гостям подаем. Вот так. Однажды мне посчастливилось пообедать самого лучшего повара 20-21 века Поля Бакюза. Самое главное его блюдо вот в течение того обеда была курица, приготовленная особым образом. Я расскажу вам, и зрители тоже пускай послушают. Точно так же он поднял шкуру на грудке. И он подложил туда не яйца, не левизан, он туда подложил пластинки гриба, трюфеля, который придал курице, сами знаете, какой аромат. Дальше. Курица готовилась не в воде. Он курицу завернул в хорошо промытый мочевой пузырь от коровы. Мы же кишки кладем еду и готовим. Да. Мочевой пузырь тоже можно использовать. Он использовал мочевой пузырь для того, чтобы этот мочевой пузырь послужил оболочкой, в которой готовится курица. И во время отваривания этот мочевой пузырь, там воздух расширяется, он вот так вот надувается. На стол приносят вот такой шарик. Все смотрят, что это за шарик, он непрозрачный. Прокалывают, а там внутри курица. Ну давайте теперь вы мне очень красиво улыбнетесь, а я вас вот с этой курицей, очень красивой курицей. Теперь она очень красивая, о, красота. Я вас так вот сфотографирую. Улыбаемся? Ой, как красиво. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ой, нет, действительно она хорошо получилась. Хорошо Слава выглядит. Богу. Да, выглядит. Так, сказать надо, давайте. Уже Давайте. время, уже Давайте. всем уже идти надо, пора. Хорошо. Готовить курицу. И они должны пойти на базар, в очереди постоять, курицу достать, укроп, яйца найти и сварить точно так же. Ашларыгыз, тамле булсын.